Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодняшний выпуск не для слабонервных. Сразу объясню почему. Посмотрите на эти ручки. На первый взгляд просто сильно отросшие ногти и кажется, что ничего необычного, нужно сделать коррекцию. Да, не так все просто, почти все ногти залиты клеем. Чтобы сейчас не посыпались обвинения в адрес моей клиентки, объясняю. У нее сейчас дома ведутся ремонтные работы. И кто с этим сталкивался, знает, что в этот период нужно очень много мыть. Все отдраивать. Поэтому ногти убиваются в хлам. Твердый материал достаточно сильно отрос. Из-за постоянного давления на кончик смоделированные ногти начали отслаиваться и подрывать натуральные ногти. Естественно, это стало очень сильно раздражать мою клиентку. Ко мне она не смогла сразу записаться, а к другому мастеру не хотела идти. И она приняла решение подклеить их клеем. Теперь было самое главное это все спилить и надеяться, что за это время там никто не поселился. Снимаю старый материал твердосплавной фрезой с черным маркером на максимальных оборотах моего аппарата, а это 35 тысяч. Моя фреза при снятии движется по часовой стрелке. Приступаю к снятию материала на указательном пальце. Он был наиболее пострадавшим, и порция клея здесь была очень большая. Для тех, кому повезло еще не снимать ногти с клеем, сейчас будут просто в шоке. Зрелище не из приятных. Кажется, что там уже поселились грибы. Ногти, склеенные клеем, снимать намного сложнее. За своей текстурой клей как стекло, и фреза по нему просто скользит. Приходится немножко больше прижимать, чтобы фреза начала справляться со своей задачей. В результате возникает сильное трение, и, конечно, клиент начинает ощущать жжение. Поэтому приходится постоянно останавливаться, чтобы у клиентки не было болевых ощущений. Обычно я старый твердый материал снимаю примерно 15-30 минут, то здесь у меня ушло где-то 1 час 15 минут. Хорошо, что это был последний клиент, и я не переживала, что это займет больше времени обычного. Старый материал я всегда снимаю в специальных очках, чтобы осколки не попали в глаза. А клей отлетает кусками, летит в разные стороны, и очки здесь просто необходимы. Я очень переживала, чтобы под грудой клея не оказалось зелени. Но все обошлось, новых жителей не обнаружено. Единственное, возле правого бокового валика виднеется маленькая гематома, полученная в результате удара. Конечно, натуральные ногти не в лучшем состоянии после клея, но я просто не могла оставить клиентку без смоделированных ногтей, так как в день, когда мы делали коррекции, у нее был день рождения, и вместо того, чтобы праздновать, она делала коррекцию, так как у меня просто не было больше свободных окошек. После работы с фрезой пилкой 240 грит сужаю свободный край и прохожусь по всей поверхности ногтя, чтобы убрать все остатки клея, которые могли остаться. Тем самым снимаю глянец и приподнимаю чешуйки ногтя для лучшей сцепки твердого материала и натурального ногтя. Для раскрытия проксимальной складки использую пушер. Чтобы приподнять и очистить зону кутикулы и боковых валиков, использую пулевидную фрезу с острым носиком. Сначала работаю на форварде, моя фреза вращается за часовой стрелкой, а потом переключаю на реверс и обрабатываю другую сторону. Скорость вращения насадки примерно 15-20 тысяч оборотов. Теперь могу наносить дегидратор. Далее наношу бескислотный праймер от Атика. Он отлично справляется со своей функцией. Когда праймер подсох на воздухе 30 секунд, перехожу к следующему этапу. Наношу базовое покрытие, а именно базу для гель-лака от Коди. Просушиваю ее в лампе 30 секунд. Набрав на шпатель шарик акрилатика от Атики, переношу его на ноготь. Кистью, смоченной в спирте, распределяю материал. Кисть должна быть влажной, но не мокрой, поэтому я всегда ее протираю об салфетку перед работой с акрилатиком.
Когда материал равномерно распределила по ногтевой пластине, отправляю руку в лампу на 30 секунд. Сегодня хочу провести эксперимент и попробовать зажать такую форму, чтобы она была уже в зонах роста. Поэтому, пока материал горячий, поджимаю тонкогубцами. Такой инструмент продается в строительных магазинах. Одеваю металлическую прищепку и отправляю руку в лампу до полной полимеризации. Достав руку с лампы, даю остыть материалу 1 минуту. Далее снимаю прищепки. Вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Тонкой твердосплавной фрезой с зеленым маркером выпиливаю свободный край натурального ногтя из-под твердого материала, чтобы в процессе носки натуральный ноготь не отслаивался и туда не попадала грязь. Пилкой 240 грит делаю поверхностный опил. Сначала придаю ногтю нужную мне форму, опиливаю поверхность, хорошо прохожусь в зоне кутикулы и боковых валиков, чтобы сгладить переход от искусственного материала к натуральному ногтю. Приступаю к маникюру. Пушером вычищаю пыль из проксимальной складки, которая забилась при опиле. Далее ножничками делаю срез одной полоской. Шаром с красным абразивом на 5000 оборотах шлифую боковые валики и срез от ножниц. При этом моя фреза вращается за часовой стрелкой. Теперь можно приступать к покрытию. Клиентка выбрала вот такой красивый насыщенный цвет от Атика номер 144. Он сильно пигментированный, имеет плотную консистенцию, в общем работать с ним одно удовольствие. Перекрываю этим цветом все ногти, кроме среднего и безымянного, на правой руке. Их я перекрываю белым цветом под дизайн. Сегодня буду делать очень легкий дизайн, так как коррекция очень сильно затянулась и на часах уже было примерно 20:45. Для этого взяла пару капель ярких гель-лаков и смешала их с топом в хаотичном порядке. Нанесла их на ногти, чтобы переходы были более плавными. Вытерла кисть, смочила в топе и сделала плавную растушевку. Думаю, для такого эффекта также можно использовать акварельные капли, но в моем арсенале пока еще их нет. После просушки беру свою кисть. Видео, как я выстригаю кисти для тонких линий, оставлю в описании. И черной гель-краской Кото рисую мои любимые нежные веточки. Когда нарисован последний листок, отправляю руку в лампу. Теперь осталось перекрыть ногти топом без липкости от Nail Apex с двух сторон.
Вот такой дизайн у нас сегодня получился. На эту работу я потратила почти 3 часа. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. И, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске.